на сопку высотой 1400 метров, у подножия которой располагался рудник, я добирался доставлявших на грузовиках скальную породу, взорванный гранит для отсыпки плотины Усть-Среднеканской ГЭС. Этот гранит добывает на карьере, именуемом 10-й карьер. 9 километров непрерывного подъема вдоль склона сопки. Мероприятие не для слабонервных. Нужно быть профессионалом, отважным шофером, чтобы провести в кузове до 30 тонн скальной породы. Некоторые из камней размером более метра. Один из таких рейсов закончился для водителя тяжеловоза переломами ребер и сломанной при падении на бок машины кабины. Чтобы по-настоящему оценить условия работы на 10-м карьере, мне предложили здесь побывать зимой в минус 40-50, постоять минуту под непрерывным ветром. И тогда у меня должно сложиться настоящее мнение о условиях работы на Колыме. Мы приближаемся к автомобилю. Это какая марка? Фина. Ага. Японская машина. Здесь сколько? Дней 10 назад, да? Да. Дней 10 назад. Груженный самосвал. Опрокинулся. Водитель живой, но Что там за крики? Серега, пострадал. что? Вот сюда вот. Ёлки-зелёки. Давай, не останавливайся. Давай, спускайся. Вот рации за это поставили. Вот это самое опасное место. Тут вдвоем не проедешь, да? Тяжело расходится. Есть места, где не расходятся. Ага. А тихонько, не спеши. Сланец закончился. Пошли гранитные валуны, осыпи. Вот эти валуны и возят на плотину. Ну, леса. Леса? Да, попрошайка. О, Видишь, не поднимается. почему не поднимает? Сил нет? Буксует. Буксует? Камень здоровый, но смотри аккуратно. Вот это работа. Где камень? У 484 на борту. Чего боец не поднялся? Применитель легких путей ходит там. И наша машина не проехала. Павел, водитель, думал, сейчас придется, наверное, спускаться.
так руками себе дорогу очищают водилы. Новая попытка подъема. Есть! Прошел. А всего-то подбросали камешков. На самой макушке сопки кинжал идет такая работа. Сверху груженые проходят, а снизу пустые не могут. Там камень и грязь. Сопка кинжал. Целью моей сегодняшней прогулки стало место, именуемое в архивных документах как рудник Кинжал, где с 1937 года по 1942 добывался оловосодержащий минерал касситерит. Краевед, создатель музея о колымских лагерях из поселка Ягодное Иван Паникаров, узнав, что я нахожусь в поселке строителей Усть-Родниканской ГЭС, посоветовал посетить именно этот рудник. От вашего поселочка недалеко, километров 20, но добавил, что надо быть осторожным при ходьбе по скальным осыпям Медвежьего края. Рудник свое название получил по ручью Кинжальчик, текущему между сопок. Олово по значению для страны после золота стояло на втором месте. Поэтому понятны были слова директора Треста Дальстрой Эдуарда Берзина в 1937 году на третьей партийной конференции на Колыме. Он сказал: получил я телеграмму от товарища Сталина, Молотова, Ежова о том, что на Дальстрой возложена задача найти и добыть олово на Колыме. Я ответил, то найдем и будем давать. Я снимаю с высоты 1400 метров. Сопки Кинжал. Я пытаюсь спуститься пониже к шахтам, в которых добывался касситерит. Я иду тропой. Ну как тропа? Это пробитая в осыпи углубление, такая терраска, ну и которую можно назвать тропой. Лишь бы медведь
Это костяника. Среди гранита, мха, лишайников. Ягодка она будет черная, сладенькая. Пока только вот такие красавцы. Бутончики в виде колокольчиков. Я достиг седловины между сопок по хребту. А спускался я вот вдоль этой траншеи. Труд, конечно, колоссальный вырыть такую траншею на сопке. Как тут ветер дует, не переставая. Первый то ли шурф, то ли вход в шахту, то ли вентиляционный канал на моем пути. Наконец-то я встретил королевский цветок. Рододендрон. На нем еще капельки дождя на лепестках. Да, это королевский цветок. Цветок Колымы. Цветок высокогорья, вернее. Рельс — это уже находка. Ну и костыль говорит о том, что здесь выходили вагонетки, либо какие-то приспособления по рельсовому пути. Меня встречает ручеек, рельсы. Да, вот туда наверх была дорога, по которой вниз спускали руду. Так, уже понятно. Какие-то здесь куски арматуры, цветы, трубы. Да. Мне наконец повстречался медвежий помет. Вот такие вот. Что уж он тут накушал? Какая-то скорлупа. Да, медведи водятся тут. Серьезная находка. Вагонетка. Рельсы и вагонетка. Сколько она перетащила, себе перенесла. Конструкция клепанная. Видимо, собранная. Вот они. Клепки и болты. Немножко болтов. А это какое-то запорное устройство, видимо. Ну и туда вниз, видимо, руда спускалась. Вот отсюда. Ну, чтобы обследовать эту территорию, одним днем не обойтись. Возможно, когда построят станцию ГЭС, здесь туда будут водить экскурсии, рассказывать о местах, где добывалось олово для страны. Перфоратором работали. Вот коронка и сама штанга. Компрессорная, видимо, стояла здесь. Все здесь было когда-то. Ручеек, водичка. Здесь и стоял, наверное, барак с зэками, с охраной.
Сейчас я попью водички, помяну всех ребятушек и пойду наверх. Подпорная стенка, выложенная, конечно, вручную. Столб. Электричество подавалось там с подстанции, видно. Туда дальше. По всей видимости, это барак для жилья. Основание камень, а стены из глины. Конструкции, что-то для просеивания. Это может быть толочь. Куски трубы связаны. Да, все хорошо, но придется же подниматься. Кто здесь жил? Когда? Вот это, наверное, и есть Шикша. Не Костяника, а Шикша. Хотя могу ошибаться. Это мусорка. И здесь даже кружка. Мне повезло. У меня появится кружка. Таковская. Банки консервные, троса, куски металла. Эх, если бы еще какую-нибудь палочку-опиралочку, потому что сейчас я пойду вверх по осыпи, а с палкой надо. С палкой, конечно, хорошо. Ну, до свидания. Кассетерит. Кинжал – один из многих рудников на Колыме, где трудились заключенные. Как рассказал Иван Паникаров, колымские лагеря прошли около 870 тысяч человек. 127 тысяч из них умерло, чуть больше 10 тысяч было расстреляно, более 600 тысяч вернулось на материк, и более 100 тысяч остались жить на Колыме. Мне посчастливилось общаться в Ягодном в начале 90-х с сыном одного из таких оставшихся ссыльных, создававших новые семьи. Бывший лагерник из поселка Дебино, дядя Вася, все удивлялся количеству политических заключенных, о которых рассказывали СМИ. Бандеровцев, лесных братьев встречал, а политических нет. На мне пробы негде ставить. Может быть, я не в тех лагерях сидел? Светлая память тебе, дядя Вася. Интересный факт, но вот именно в этом лагере «Кинжал» на Колыме отбывал свой срок за подозрение в шпионаже известный советский киноактер Георгий Жжонов. Есть у него рассказы, воспоминания о днях, проведенных и на Колыме, и в Норильске, по-моему, там он тоже был. Светлая память вам, Георгий Жжонов.